Я приветствую вас, мои дорогие любимые подписчики, и те, кто, быть может, случайно заглянул на канал Таро Инспирационе. Таро прогноз, Таро расклад. Узнай правду. Что откроется, какую тайну ты узнаешь, или что идет в жизнь. Может быть, с каким-то фактом, сообщением, или вот это самая правда. Иногда ведь бывает такое, что мы кому-то доверяем, или мы чего-то ждем. Или ждем конкретное решение человека, ждем документа, и где-то ожидание затянулось, мы можем думать, а получится, не получится. Возможно, это будет какое-то сообщение или информация, но это может быть еще и как стечение обстоятельств или ситуация, когда нас, условно, открываются глаза. Но бывает и так, что судьба нас постепенно словно подводит к какому-то итогу. Давайте вместе рассмотрим, какие подсказки нам дадут карты, и вместе поразмышляем, каким образом это может откликаться в нашей собственной жизни. Будем, конечно, реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, вначале мы выполним сигнификацию. Пусть там карты передадут личность того человека, с которым они готовы говорить, или для кого будет предназначена эта информация. Вы можете соотнести к событиям вашей жизни, и подходит вам этот расклад или нет, откликается в вашей душе или нет. Вот такой момент решить. Итак, кого же нам опишут карты? Скорее всего, тот, кто продолжает смотреть это видео, кому именно интересно, или вы допускаете, что правда какая-то есть, либо тайна, либо неразбериха, я с чем-то не могу разобраться. И, скорее всего, вот это где-то, с одной стороны, ваша уверенность. И я так могу предположить, сильные люди смотрят. И мои подписчики в основном редко те, которые, как-то случайно заходят на канал, правда? И я вот анализирую все же канал не один год. Некоторые уходят, потом возвращаются. И я точно знаю, что если человек вернулся, я многих уже узнаю по записям, значит, может быть, на какой-то период выровнялась ситуация, но потом опять что-то, пробуксовывает. И возвращаются, смотрят мои видео. Я искренне надеюсь, что мои видео вам полезны. И благодарю вас за комментарии. Для меня вы мое вдохновение. Итак, с кем будут говорить карты? Сигнификация. Кто вы? А вы, правда, смелый человек, сильный человек. По нулевому аркану вы что-то оставили в прошлом. Для этого нужна сила. Внутренняя, безусловно, сила. По аркану Шут это вы уже готовы в новое шагнуть. Возможно, уже где-то подвели итоги и оставили, опять же, что-то в прошлом. Какая-то ситуация вам надоела. Или, может быть, тягостные какие-то события, которые были связаны с обстоятельствами. Тут все что угодно, любой драйв, лишь бы не стоячее болото. Поэтому, может быть, у кого-то вы смотрите видео, потому что новые отношения, новый человек. И непонятно, как к нему относиться, получится что-то у нас или нет. Могу я доверять или нет? Но может быть и так, что кто-то поменял работу, и тоже непонятно. Есть обещания, но пока конкретики никакой. А вообще вы, мои дорогие, вы победители. Шестерка жезлов. И правда, меня смотрят сегодня, по крайней мере, сильные люди. Потому что уже какая-то у вас победа в кармане. Вот смотрите, наш расклад, какую тайну вы узнаете. По сути, узнай эту самую правду. Мы сегодня собрались для того, чтобы рассмотреть, с чем это может быть связано. А все же карты нам говорят, да, вы что-то начали. Все, да, нулевой аркан – это начало. Это как перелистнул страницу, и вот на белом чистом листе вы сейчас готовы писать новую главу вашей повести жизни. И, в принципе, есть то дело, тема, вопрос, в котором вы сомневаетесь, а вы в 5 минутах от победы. Давайте посмотрим, что же это еще. Семерка мечей. Вот действительно вы кому-то не доверяете, потому что прежде было поражение. Может быть, кому-то доверились. И вот, наверное, как этот волк, два волка. Да? Один прообраз Анубиса, ну а второй, тот, который пораженный со связанными лапами, буквально волк. Потому что мы кому-то доверились.
Вот такой опыт, кто меня продолжает смотреть, такой опыт вы имеете. Может быть, вы очень хорошо думали о человеке, лучше, чем следовало. Или была какая-то с конкретным человеком, если кто-либо смотрит на отношения. Кстати, и по работе такое тоже бывает. Отношения бывают у нас разные с руководителями в организации, или партнерские отношения по бизнесу, или личная, опять же, жизнь. Но обманывают нас, это правда ведь не секрет. Иногда мы сами тоже обманываемся. Мы хотим видеть, где-то более перспективную для нас палитру, нежели какой-то негатив. Иначе бы мы с самого начала на что-то не согласились. Но вот прозрение, оно было очень горьким. И, скорее всего, вы смотрите, вы не хотите какую-то ошибку совершить. Может быть такая ситуация, что вы начали уже, вот меня смотрят, допустим, неважно, что это, отношения, работа или бизнес, вы уже что-то новое начали или с кем-то имеете договоренности. И вроде бы, может быть, часть дела или отношения, которые начинались хорошо, вот эта самая победа, то есть будет для кого-то символизировать, что да, победа уже какая-то была, или какие-то решения были, или отношения развивались, или устроились на работу, и все вроде продвигалось в таком позитивном ключе, но есть какой-то тонкий нюанс. Либо вы почувствовали, к примеру, вот эту как бы недосказанность или возможный обман, и теперь начали думать, анализировать, нет, тут не все так просто. А для кого-то вы уже сталкивались, может быть, в отношениях прежде или с данным человеком, или с кем-то другим, опыт имеете. Ведь это, по сути дела, наш опыт, который нам не дает одеть розовые очки. Поэтому скорее вы смотрите это видео. Так вот, вы что-то хотите просчитать. У вас конкретно «я не хочу быть обманутым», поэтому вы и пришли на канал Таро Инспирационно или случайно открыли это видео. Иногда так тоже бывает, случайно видео нам попалось, и вроде бы и тема перекликается где-то с событиями нашей жизни, и открываем и получаем какую-то подсказку. Потому что тут действительно, если мы говорим отрицательный опыт, или когда вы словно вот так со связанными руками и ногами не могли что-то сделать, я аллегорически говорю, не было пространства для маневра, не было возможностей, может быть, финансовых, не было для маневра. У кого-то буквально просчет был в финансах, потому что вы кому-то доверились. И вот сейчас вы думаете, стоит ли мне отношения продолжать, работу продолжать или уйти. Очень красиво падают карты, потому что последовательно восьмерка чаш, карта ухода, или когда мы ищем выход из какой-то сложной ситуации, и мы его находим. Значит, в принципе, вы уже для себя, я могу так определить, нашли траекторию условно. Я буду поступать либо одним образом, либо другим, может быть, и третий, и у вас есть запасной вариант. Это как вариант А, вариант Б и вариант С. Но тот, кто меня смотрит сегодня, вы действительно сильные люди, потому что вы не робеете, не цепенеете от страха или от каких-то непредвиденных ситуаций. Где-то вот эта семерка мечей, вот этот опыт, он дает вам огромное преимущество, потому что вас сложно застать врасплох, но в то же время когда-то обман был. И вот это недоверие, оно поселилось в вашем сердце, в вашей душе навсегда. Давайте я достану еще одну карту. Кто вы? Что нам еще о вас расскажут карты? А ведь правда какая-то ситуация словно подвешенная, или вы в подвешенном состоянии, или ситуация как замороженная, можно и так сказать, не развивается. Шло какое-то развитие, и вот случился стопор. У кого-то эта ситуация может говорить о том, что вы куда-то, по шуту такое бывает, вы собирались куда-то переехать. И вроде бы были какие-то договоренности, может быть, были обещания, было взаимодействие с людьми. И вот либо это происходит как сомнение ваше из-за того, что пауза какая-то произошла, или человек себя как-то, так двусмысленно ведет, нет в нем, вы не чувствуете надежности. И понятно, вот есть какое-то важное, вы хотите осуществить важное свое дело, намерение, цель,
Но для вас будут очень важны надежные люди. Именно в надежности людей лежит какой-то вопрос, когда вы словно уже и готовы, вы уже, по сути, в будущем, вы уже готовы к каким-то новым свершениям, и вы достаточно ресурсны. Но вот другая сторона, она почему-то либо не откликается, либо это связано с каким-то обманом. И с другой-то стороны, решать нужно теперь. Может быть, уже какой-то период времени вы долго ожидали и понимаете, что уже промедление, где-то подустали от этой неопределенности. Либо это может быть, когда вы вообще можете поменять планы. Когда стоит ли мне заниматься этим делом. А вот давайте мы посмотрим, стоит ли вам это продолжать. А потом посмотрим, что же это за тайна, есть ли это тайна. По аркану отшельник, смотрите, карта говорит совершенно однозначно. Опять же, старший аркан. Если первый у нас шут. И шут это как хаос перед началом творения. Тут сложно разобраться. Здесь вокруг много обстоятельств, они на вас влияют, но где-то и решения людей. Кстати, люди, с которыми вы контактируете, у них тоже в жизни может быть какая-то путаница. И карта отшельник, стоит ли продолжать? Она будет тогда нам говорить, если ты уверен, что это как смысл какой-то жизни, или это как какая-то духовная цель, ну пусть и не духовная, вполне конкретная, вот если вы четко убеждены, что вам это нужно, то тогда следует продолжать. Однозначное решение, потому что отшельник, он всегда идет своим путем. Он никому ничего не афиширует. С одной стороны, это карта независимого человека. И он готов, это сильная, опять же, позиция, потому что он готов проделать этот путь в одиночку. И подсказки интуиции, шестого чувства для вас будут очень важны. Скорее всего, вы бы, может быть, и бросили какое-то дело, или оставили отношения, работу, ушли бы. Вот, наверное, восьмерка, вы уже где-то одной ногой в этом уходе можете быть, но все же вы не ушли. Потому что, или вы куда-то не отправились, потому что, с одной стороны, что-то вас останавливает, а может быть, подсказки вашей интуиции как раз и говорят, нет, подожди, тут еще что-то может либо измениться, либо проясниться, или конкретный человек тебе может быть полезен. Так получится у вас осуществить или нет? Вы знаете, вам действительно по судьбе Иерофант. Вам просто нужно найти вот эти самые ключи, чтобы осуществить свое намерение, желание, для того, чтобы, практически у вас на 100%, если не на 1000%, была та ситуация, которую вы себе задумали или хотите. Может быть, у кого-то это связано с оформлением документов, и вот тоже застопорилось что-то, вроде бы и продвигалось, а потом какая-то пауза. С другой стороны, карта будет говорить, вот на своем жизненном пути твое желание где-то или намерение, оно исполнится, но, скорее всего, тебе придется учиться. Учиться, может быть, и понимать людей. Для кого-то, если это правда, переезд может быть очень далеко, когда нужно научиться вообще мыслить, может быть, на другом языке, не то что разговаривать. А для кого-то это будет какой-то жизненный путь в плане, если вы загадали работу или ваше творчество, ремесло, бизнес, когда вам это и интересно с одной стороны, а с другой стороны это еще и является источником дохода. Хорошо, давайте мы с вами откроем такую карту, достанем точнее, что откроется или какую тайну вы узнаете. Но определенно следует что-то продолжать. Вы не случайно в этой ситуации, словно высшие силы вас учат доверять самому себе. И даже если у вас были какие-то ошибки, это значит, мы делаем выводы из этих ошибок, оставляем саму по себе как ситуацию. Она нам будет давать очень правильные подсказки, но мы все равно не должны как находиться в каком-то стопоре. Мы должны все равно продвигаться. И у кого-то это будет развитие вашего творчества, может быть, ремесла, или вот сам по себе переезд. Он у вас получится, но по отшельнику это будет просто в другие сроки. Может быть, это будет зависеть от оформления каких-то бумаг, к примеру, да. И я могу сказать, что это желание или намерение, или цель, или пусть это даже отношение, это словно выстраданное. Что-то
чем вам придется еще какое-то время заниматься, а вы уже этим занимались или где-то думали в этом направлении. Так вот, еще придется приложить какие-то усилия, может быть готовым к тому, что и дипломатом быть придется, и обязательно не идти против системы, против закона. Именно по закону вам что-то оформлять нужно, понимаете? Вас тогда закон бережет. И какая бы тема или с каким бы вопросом вы не пришли на сегодняшнее видео, имейте в виду, что для вас где-то истина там, и пусть это будет касаться отношений или работы, когда с вами заключают какой-то документ. Отчасти это подсказка. Так что же тогда откроется? Какую тайну вы узнаете? Чего это будет касаться? Какая тайна? Что спешит в вашу жизнь? Открыться, как какая-то истина. Что-то будет завершено. 13-й старший аркан. Я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это именно финиш какой-то, финал. Это когда мы не сможем продолжать в том ключе, как мы это себе, может быть, думали в самом начале. Либо мы себя меняем, либо мы идем на какой-то компромисс, может быть, или мы завершаем какое-то дело, вопрос отношения. И не обязательно, что вы расстанетесь с этим человеком, если вы смотрите на отношения. Все же карта рядом у нас жрец. Для кого-то это будет означать, может быть, у кого-то теперь бракоразводные процессы, которые тянутся очень долго, так тоже, к сожалению, бывает. И непонятно, чем закончится. Тогда для вас это закончится. И я могу предположить, что закончится достаточно быстро. Потому что у вас 3 старших аркана. И здесь сами высшие силы, словно, назовите это судьбой, назовите кармой, как угодно, они где-то имеют свое звездное расписание, и уже как ваша судьба предопределена, или будем говорить, вы, хотим мы или нет, мы должны пройти по какому-то фарватеру своей судьбы. И от этого, правда, мы не уйдем. И вот что-то подобное, как запланированное свыше, и вы просто ступень за ступенью идете. И поэтому надо продолжать. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И победишь, это не значит, что, где-то получится. Вот я сказала на 100%, да, а теперь я могу предположить так, что на 100% получится, но может быть с другими людьми, или по другому месту работы, или с каким-то, отчасти новым проектом, или с какими-то дополнениями. Но есть и та часть, которая, она завершается. Так вот, если мы по отношениям, если они и продолжатся, то это будет что-то совершенно в другом ключе. Возможно, вы узнаете какую-то тайну. И если мы говорим о человеке, к примеру, человек вам может не рассказывать о себе что-то такое, то, что было много лет тому назад. С чем он тоже столкнулся, очень тяжело пережил, и я могу предположить, кто меня смотрит по отношениям, человек где-то тоже находил не раз вот эти старые, забытые кем-то грабли, и, может быть, самим собой забытые. Был какой-то печальный опыт. Человек просто боится новых отношений или новых обязательств. Если мы говорим по работе, вы все равно вот идете каким-то путем. Вы можете столкнуться с тем, что вы, допустим, сейчас рассматриваете одну организацию. И в этой организации вас тоже могут вот в таком подвешенном состоянии держать. Но, в принципе, может быть, в высоких кулуарах уже рассматривается вопрос о реструктуризации этого учреждения или даже о закрытии. То есть о каком-то финале вы узнаете правду. Что-то завершается. Давайте, какую правду вы еще узнаете? Удивительно, 4-й старший аркан. Именно в нижнем ряду, а еще у нас +2 в верхнем. Вот кто меня сейчас смотрит, правда по судьбе. И вам здесь нельзя быть наивным. Обратите внимание, вот на аркане шут. Все-таки мы говорим, наивность ведь она присутствует. Потому что шут, карта шута, это наше вдохновение, прекрасная карта хорошего настроения, когда мы на каком-то воодушевленном подъеме находимся. И мы не замечаем некоторых моментов, которые следовало бы заметить как предостережение. И вот уже по аркану 15-му дьяволу, обратите внимание, нам показан, вот как злой цепной пес, да, с одной стороны. И девушка,
в безмятежном состоянии. Это как будто искушение сталкивается с наивностью. И идет игра. Причем не ваша игра. Может быть, где-то это будет символ вот той истории, которая проходила у вас, и вы уже прежде оказались в каком-то патовом положении. И вот здесь вы можете ощущать, с одной стороны, да, я чувствую, что как бы, ну, нет пока каких-то определенных сведений или фактов, чтобы мне однозначно от чего-то отказаться. И тут присутствует ваше желание, вам действительно хочется или работать в этой организации, быть с конкретным человеком или совершить переезд. Вы где-то можете закрывать на некоторые факты глаза, потому что сила желания, она превалирует над всем остальным. Но помните, что какая-то игра или недосказанность, она действительно в вашей жизни присутствует. Вам не говорят всей правды, и неважно, кто тут на что смотрит. Вы еще интересны кому-то, либо по работе как специалист, либо конкретному человеку. Человек, может быть, страстно желает быть рядом с вами, но у него есть свои какие-то нюансы в жизни, и он очень хочет, чтобы действительно эта игра, его личная, продолжалась, и бонусы были у него, или по организации тоже. Вам не скажут, вот если стоит выбор об организации, мои дорогие, я могу вот так вот предположить, может быть, даже вам по судьбе столкнуться с таким фактом, когда вы устраиваетесь на работу, например, и через какое-то время узнаете о том, что реструктуризация идет этого учреждения. Или вы сами даже не хотите там работать, а вынуждены уйти. И для кого-то это необходимо вот этот путь вам пройти для того, чтобы именно ваше какое-то желание было осуществимо. И вот с учетом аркана отшельник и шут, для кого-то из вас это будет означать то, что если мы говорим ищем работу, да, вы можете в последующем как разворот на 180 градусов резкий сделать и отдать предпочтение работе на самого себя. И это может быть все что угодно. Вы ведь можете изучить, к примеру, какие-то навыки, скиллы, как я говорю, или ремесло. Для ремесла не нужно садиться за парту и как в университете долго что-то изучать. Мы можем приобрести эту профессию и уже приступить и где-то себя обеспечивать материально. Вот я так вижу, что по отшельнику это ведь всегда какой-то именно лично ваш путь. Поэтому для вас может складывать судьба, какие-то обстоятельства, но непростые. Именно для того, не для того, чтобы вот тут вы что-то продолжали, а для того, чтобы вы какую-то свою цель могли осуществить или быстрее ее достигли. По аркану дьявол мы говорим, какая тайна откроется. Так вот, скорее всего, вы узнаете, что если по отношениям, может быть, да, это как судьбоносные были отношения. И если мы говорим нам по судьбе, это не значит, что мы завтра идем под венец. Нет, это вы столкнулись с человеком, вы ему чем-то полезны, и он вам тоже нужен. Вот эта взаимосвязь, может быть, это должна быть какая-то даже любовная история, переведена в дружбу. Кто знает, может быть, партнерские отношения по бизнесу тоже должны быть продолжены. Или какое-то есть взаимодействие. Но, опять же, это все не происходит случайно. Вы набираете еще какой-то новый опыт. Но именно вот эта ситуация, которая вам сейчас покоя не дает, поверьте, она вас не просто делает сильнее, она вам каким-то образом вырисовывает ваше правильное направление как по отшельнику. Какая тайна откроется? Двойка мечей. И правда, у кого-то могут быть такие метаморфозы в жизни, когда вы знали конкретного человека, и, может быть, была даже, я допускаю, любовная история, или были какие-то отношения, но они перейдут как в дружбу или в какое-то доброе такое приятное знакомство, когда люди друг другу полезны. Вот правда, тут как двое встретились не случайно, потому что один другого дополняет. Может, мы вдвоем создадите какой-то прогрессивный, ну, я не знаю, проект или какая-то идея одному в голову придет, допустим, а второй это поддержит, а один не может это осуществить, а вдвоем вы уже сила. Потому что по двойке мечей именно в этой колоде, по сути дела, это где-то мир.
И сепарация только иллюзия. Мы, может быть, должны вот эти противоречия уравновесить. И вам сейчас может казаться, что вы сейчас на выборе, а вам еще нужно пройти какой-то путь для того, чтобы тайное стало явным. И у кого-то это будет касаться либо это ваши отношения, а у кого-то это будет касаться работы. Итак, давайте узнаем, пройдем дальше. И достанем еще следующие 5 карт. Что случится из разряда того, чего вы не ждете в ближайшее время? Много старших арканов, поэтому сложно трактовать любая сфера жизни. Но если так поконкретней. Что случится в ближайшее время из разряда того, чего вы не ждете? По аркану звезда. А по аркану звезда у вас есть возможность осуществить, правда, переезд. И кто знает, я надеюсь, что вот эта самая победа, она ведь неспроста вам выпала. Вы сильные люди, вы все равно идете. Посмотрите, 3-й старший аркан в первом ряду. И вы можете продолжить вот свое намерение или цель. Но тогда в ближайшее время, скорее всего, вы поймете, что вам потребуется больше времени. По аркану звезда сбываются наши мечты. Действительно, по пажу мечей нам приходится учиться. И я говорила, вверху у нас аркан Иерофант. От этого зависит ваша победа. Какую тайну вы узнаете? Или что торопится в вашу жизнь, чтобы совершить какие-то перемены или прояснить какую-либо обстановку. Здесь могут быть по аркану звезда какие-то сообщения, к примеру, телефонные звонки, сообщения в интернет. Может быть, кто-то напишет вам как информация или какое-то официальное приглашение. Но я не могу сказать, что вы на это сразу же откликнетесь. Вам придется перед тем, как вы на что-то решитесь или с чем-то будете окончательно определяться, вы сами будете как и изучать, так и искать эту самую информацию, потому что вам как будто не хватает знаний. Вы ведь можете даже совершить это дело в одиночку. 2 карты, как шут, так и отшельник, говорят о том, что для вас нет ничего невозможного. И по аркану звезда подтверждают это значение. Но необходимо что-либо, как запастись какими-то знаниями. Может быть, это знание законов, для как обустроить какое-то дело, или, я говорила, важные документы заключать. Тогда вас то, что вы делаете или прописываете на бумаге, вас как защищает. Может быть, с позиции закона, может быть, конкретно бумага составленная. Давайте посмотрим, что же еще спешит вашу жизнь. Какая-то будет с вами, может быть, или вы узнаете о том, что не просто вверху аркан смерть, а какая-то история закончилась. Вы знаете, мои дорогие, для кого-то будут карты говорить вот о чем. Что ты, обжегшись на молоке, не дуй на воду. Потому что вы можете быть вот так вот настороже. Была вот разрушающая или какая-то обманная ситуация, когда вы потом долгое время приходили в себя. И вы хотите, естественно, чтобы это больше не повторилось. По аркану смерть как раз и могут говорить о том, что все то, что касалось какого-то обмана, это будет завершено. Но и еще с другой стороны, как разрушение идет каких-то, может быть, ваших частично планов или ваших надежд. Прозрение это тоже, оно неизбежно. Я не буду обманывать, но, может быть, карта звезда нам и говорит, или вот то, что я сказала, вы должны столкнуться с какой-то историей или с человеком, или пусть по работе, для того, чтобы четко понимать, каким путем вы идете. Или здесь вам придется что-то изменять. Но это будет уже, как, знаете, ваша какая-то трансформация, когда вы четко будете понимать и не окажетесь вновь в какой-то зависшей, подвешенной ситуации или в таком положении человека, который ждет, когда кто-то определится, или тот, кто пообещал, наконец начнет сдерживать свои обещания. Вот здесь по отшельнику вы становитесь сильнее, и дальше вы продолжите буквально в одиночку, и у вас действительно получится осуществить тот проект, который вы себе наметили. И неважно, чего он касается. Личной жизни вы будете счастливы. Но я тогда с учетом аркана звезда могу предположить, что это будет, может быть, другой человек, о котором вы даже не предполагаете.
И, возможно, вам для того, чтобы встретить этого человека, нужно пройти какой-то сложный путь, когда вы абсолютно точно, вас нельзя обмануть, вас нельзя поставить в какую-то зависимую ситуацию, вот как по 15-му аркану, или когда вас, не напугаешь никакой башней. Вообще про образ первых карт башня – это была тюрьма, как ограничение. И где-то вот это и будет карты говорить, что это тюрьма в нас самих, когда мы перед собой ставим какие-то табу, а вам нужно поверить в самого себя, и для вас нет ничего невозможного. И поэтому, мои дорогие, кто смотрит мой расклад, я не могу сказать, что последующее время, может быть, тот срок, который вы себе загадали, он будет для вас вот таким легким, безоблачным. Нет, здесь будет и анализ какой-то прежней ситуации, анализ каких-то ошибок. Но вы тут что-то передумаете. Может быть, переиграете сами что-то, потому что какая-то ситуация у вас либо по работе, либо по отношениям резко начнет меняться, когда вы узнаете какой-то факт и что-то не может быть продолжено. Финал. Может быть, у кого-то буквально. Такое бывает крайне редко, но по 13-му аркану вы узнаете, что у человека физически нет какой-то возможности. Или нет человека. Меня смотрят люди из разных стран. Я должна сказать, что такое тоже может быть. Давайте посмотрим, что же спешит вашу жизнь. Что же следует за этой башней. Ваше какое-то однозначное решение. Может быть, решение какого-то человека. Это карта харизматичного лидера. Но вот, видимо, может быть, это где-то картой вас самих будет отражать, потому что вы проходите вот тот путь, о котором я говорила. И посмотрите, выпадает колесо фортуны. И вот именно в этот момент, когда уже длительный путь какой-то пройден, вот поворот вот этого судьбоносного колеса вашей личной истории и начинает крутиться как будто наверх. Когда выпадает колесо фортуны, то есть это вы сейчас в каком-то подвешенном состоянии. Потом посмотрите, если мы берем, анализируем последние карты. Мы сказали с вами мир, потому что сепарация только иллюзия, я говорила, и вам придется где-то искать компромисс между желаемым и конкретным, не упустить какую-то возможность. И вот когда этот порядок в душе, может быть, и отпустить то желание, или в чистом виде то желание, намерение, которое вы себе поставили как цель. И как раз, если готовность есть к этому компромиссу, тут высшие силы словно, посмотрите, переводят. Сначала был шут, потом была зависшая ситуация. Дальше у нас идут отшельник. Он всегда идет своим путем. Но это мудрец, философ. Он как раз и может принять вот это Соломоново решение. И нет ничего невозможного. Аркан Звезда и буквально сама фортуна включается в ваше счастье или в процесс вашего благополучия, чтобы вам помочь выйти из какой-то очень сложной ситуации. Я должна сказать, наверное, все сложные карты. Вот кто смотрит сегодня расклад. Правда, и башня, и дьявол, и карта 13-го аркана смерть, и иерофант, отшельник, тоже не назовешь простой картой. И повешенный, и нулевой аркан шут. Все уже выпало. Вот теперь давайте мы немножко заглянем в будущее и узнаем с вами, что идет в вашу жизнь. Для чего все это было нужно, такой путь? Что идет? Что будет продолжено? Какой итог вы получите из такого сложного пути? Что идет в вашу жизнь? Старший аркан, страшный суд. Суд вовсе не страшный, это избавление от боли, избавление от страданий. У кого-то напрямую будут завершены суды, а для кого-то из вас будет подписан, составлен важный документ. Или вы найдете свое место буквально в жизни, если вы ищете работу, и где-то работодатель вас вот так вот за нос водит. Жизненный этап вами уже определенный пройден. Вот, наверное, от аркана шут до аркана суд. Это 20-й аркан, предпоследний. И теперь полный вперед. Но есть еще 21-й аркан. Мир. Император. Вы можете столкнуться с тем, что у вас будет либо помощник, либо просто лицо, которое будет вам отчасти помогать.
кто-то сможет перевести на новый уровень отношений. Я не могу сказать, что это будет обязательно страстная любовь. У кого-то это будут отношения, потому что так выгодно. Вот я и такое тоже могу вполне допустить. Но я не отрицаю так и того факта, что кто-то заключит, может быть, и брачный даже союз, но это будет союз скорее двух компаньонов, нежели пылающий страстью союз. Вот все же по аркану император. Аркан императора нам говорит о человеке, с одной стороны, ответственном, но с другой стороны, это чаще всего люди, достаточно жесткие, не совсем тут про любовь этот аркан. Они могут быть страстными, но они поступают так, как они считают нужными. Для кого-то из вас это и будет говорить о том, что вы сумеете, может быть, найдете правильные точки взаимодействия и переведете какие-то ваши отношения вот в какую-то долгую полезную дружбу. Для кого-то это будут еще составлены документы. Но благодаря, может быть, именно этому человеку он вам как будет дан специально по судьбе, чтобы вы какой-то вот как аркан-звезда, да, ваше желание смогли осуществить в реальной жизни. Что же дальше? Что идет еще в вашу жизнь? Наверное, все то, что я сказала. Смотрите, императрица. Я могу допустить так, император и императрица. Договариваться придется. И если кто-то меня смотрит по личной жизни, то действительно какие-то выстраданные отношения. У меня по-другому я даже сказать не могу, поскольку много старших арканов, причем предварительно я говорила, все самое сложное оно собралось в нашем раскладе. И вот только последний, пожалуй, подводит итог, наверное, для того, чтобы вы более воодушевились или видели конечный результат вашего маршрута, и сбудется ли ваше желание, или какая же правда от меня скрыта, почему у меня какое-то дело тормозится, пойдет ли оно в развитие, пойдет, но в каком-то другом ключе, поэтому будьте к этому готовы. Но ведь по личной жизни это правда. Император и императрица редко выпадает, и кто-то из вас может заключить вот этот союз. Может быть, это тот союз, который будет касаться вашего творчества, правда, или работы. Это двое сильных людей, и они на равных. Но одному приходится идти на компромисс, потому что императрица, вот мы же больше смотрим с вашей позиции, поэтому это вы, неважно даже, что если меня смотрят мужчины, тогда мы по энергетике карты императрица готова договариваться, а самое главное, она умеет это сделать, даже с несговорчивым императором. Потому что первая цель – себе не навредить. Вот, наверное, себе не навредить. Вот все те карты сложные, которые мы с вами достали, они как раз и говорят, я готов на любой компромисс. Но главное, мое желание должно быть осуществлено, намерение или цели должны быть достигнуты. Хорошо, каков же итог? Туз чаш, любовь, радость, счастье, благополучие. Где-то и материальное благополучие в том числе. Вы, правда, сумеете что-то осуществить. Вы останетесь довольны. Итог того стоит, чтобы пройти какой-то очень сложный путь. Более чем сложный. Поэтому не отказывайтесь от вашего желания. И 4 жезлов – праздник после победы. Когда собираются единомышленники, друзья, семья, может быть, или лица, которые, может быть, и новые какие-то, которых вы узнаете за этот путь, когда собираются вместе, чтобы отпраздновать торжество по какой-то очень важной причине. И для вас лично эта карта будет говорить не только о празднике после победы, но и о материальном благополучии. Правда, кто смотрит на работу или на продвижение собственного дела, бизнеса, вы деньгами тоже останетесь довольны. 4 жезла, как 4 столпа, как якорь, как 4 стены, надежность, своеобразная крепость. Если у нас была вот эта башня, да, мы говорили с вами, что рушится эта башня, значит, вы отстроите новый уютный дом. Может быть, кто-то, да, очень такой своеобразно специфический союз создаст, но тем не менее, пусть этот союз будет где-то построен не совсем на страсти, а как союз двух сложных людей, но все же договориться вы сумеете. И я могу сказать, праздник вашей жизни определенно будет. Хотя по тузу чаш обещают и любовь. Но мы все разные. Удивительный расклад. Перекладывайте на себя, мои дорогие.
Буду благодарна вашим комментариям. Вот на самом деле я просто в шоке. Ведь редко такое бывает. Посмотрите, практически мало младших арканов. У нас с вами расклад состоит в начале из самых сложных старших арканов. Но постепенно, вот, наверное, после этого колеса фортуны только подводятся какие-то итоги, и вы выруливаете на обгон. Но, видимо, чтобы получить вот этот нижний ряд, пройти стоило какой-то сложный путь. Перекладывайте на себя, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.